Все в восторге от модели данного вагона Сталевоз. И я тоже решил прикупить, посмотреть, ну и, конечно же, показать вам, стоит ли приобретать или нет. В общем, очень часто я вижу такие вагоны в составе товарных поездов. Вы наверняка тоже видели. Вот рассмотрим данный вагончик поближе. Итак, это у нас спецвыпуск номер 5. Наши поезда от компании Мадемио. В общем, здесь в журнальчике у нас будет идти, ну, всякая история про данный вагон. Что возят, как перевозят. В общем, специализированный вагон. О, и маленькая станция Поточина. В общем-то, читать не будем, просто посмотрим с вами картинки. Северсталь. В общем, ну, сталь возят в рулонах. В общем-то. Масштаб, кстати, будет у нас 1,87. Железнодорожный масштаб. Именно моделечки железнодорожные идут в масштабе в основном 1,87. Есть еще 1,22. Это большой садовая железная дорога ее называют. И есть еще меньше, не помню какой масштаб. Но она прям совсем маленькая. Можно поместить ее даже там в чемодан, грубо говоря. Так, вот. Под колпаком. Конструкционная скорость 120 км в час. Год создания 2012. Масса 27 тонн. Грузоподъемность 67 тонн. Длина вот здесь вот размерчики. Указана ширина, соответственно. Прозвища нет никаких. Интересно. Обычно пишут. Так. Открыточка в комплекте идет. Красиво, красиво. Можно отправить кому-нибудь. Если... Ну, а кто-то, может, собирает вообще открытки. Есть же такое увлечение, как собиратель открыток. Как перевозят? Вот так вот грузят, видите, внутрь, а потом закрывают колпаком, соответственно. И они там едут. Разные виды стали имеют свои прозвища. Оцинковка. Тут, в общем-то, прозвище про сталь. Вот так вот. Я, да, кстати, ну, оцинковку я знал, а вот другие я как бы не знал названия. Черняга, холодка. Кстати, этот один рулончик очень много весит. И многие случаи бывают, да, когда он выкатывается, ну, из грузовика, либо еще откуда-нибудь. И человек думает, что он руками его остановит. На самом деле такой, ну, это обман такой, как бы зрение, да, типа катится он такой вроде небольшой, но он просто переезжает и все. Поэтому лучше отбегать в сторону. Так, и маленькая станция, значит, у нас Поточина. Демиховский. Отсюда уходит ветвь на Демиховский завод. В общем, это где-то, наверное, я так понимаю, Подмосковье, что ли. Вот. Картиночки. Ну, если вы там были, напишите. Интересно. Ваше мнение. Вы, может, про вашу станцию написали статью в журнале. Так, послевоенные цистерны. И, значит, кто собирает мотоцикл, будет вот такая вот классная моделька. Но мотоциклы я не собираю, поэтому не скажу вам. И смотрите, спецвыпуск номер 6. Вагон-самосвал. Тоже прикольно, наверное, будет. Как думаете, снимать, нет? В общем, пишите свое мнение в комментариях. Кстати, вы можете подписаться на меня в ВК видео. Ссылки есть все в описании канала. Ну или просто наберите Тойхаус. И также есть канал на Рутубе. Тоже можете подписываться. Там выходит чуть-чуть с опозданием ролики, но тем не менее выходит. Поэтому подписывайтесь, чтобы вдруг не пропустить какие-то новые выпуски. Вот, блистер идет. На самом деле тяжеленький, как мне и говорили. Тут части из металла вроде как сделаны. Сейчас открою и будем рассматривать. Посмотрите, какой потрясающий прям вагон. Весь в декалечках, в надписях. Все как у настоящего вагончика. Действительно, есть металлические части, их не так много, но тем не менее они присутствуют. Ну что ж, давайте посмотрим сначала надписи. Что у нас вот здесь написано? Завод металлоконструкций. Листовой прокат в рулонах. Номер вагона. А приписан куда? Так. Череповец 2, северный. Через камеру мне не очень видно. По-моему, Череповец. Северсталь, соответственно. Рифленый идет прям. Так, здесь у нас что? Масса колпака. Как же взять так поудобнее? В общем, вот здесь, смотрите, какая-то надпись тоже. Не могу я прочитать. Ну-ка, я сейчас, подождите, камеру другую включу. О! Так. Запрещается что-то, ля-ля-ля тополя. Ну, потрясающе просто.
Шикарный. Шикарный, на мой взгляд. Тормозные сцепки идут. Так, здесь тоже что-то написано. А, год постройки. Дата постройки. И вот здесь что-то еще написано. Ну, такие мелкие, вот читайте. Даже держать его неудобно. Эх. В общем, смогли прочитать, если то хорошо. Что-то внимание. Сейчас я так попробую посмотреть. Так я его поставлю. Вот так вот. Внимание перед съемкой колпака. Снять что-то, цепи какие-то. В общем, здесь фонарь у нас идет. С другой стороны у нас, в принципе, все те же самые надписи идут. Тормоз ручной, я так понимаю. Следов клея я здесь не наблюдаю. Лесенки идут с двух сторон. Сцепки, я сказал, да, подвижные. Здесь почему-то, смотрите, этот значок электричества нарисован. Не знаю, к чему он. Подвагонное пространство. Сейчас вот так вот мы его. Смотрите, вагон-платформа 139906. Made in Китай сделано. В общем, в целом прикольно. Значит, пары колесные у нас из пластика, тележки тоже пластиковые идут. Там внутри есть металлические части, но немного. Вот, по-моему, вот эта рама прямо из металла видно сделана. Какие-то части из пластика сделаны. Но вагончик сам по себе на самом деле тяжелый. Так, ну самое что интересно, здесь же он у нас открывается. Сейчас я его поставлю. Это все люди переделывают, можно купить отдельно телеги. Они, кстати, слегка поворачиваются здесь. Ну, в общем-то, покупают отдельные телеги, все это ставят, и потом даже на больших макетах, таких как там Царь макет, да, или макет Гранд России, такие модели ездят. Такс, давайте открывать. Камеру переводим в другой формат. Как вот тебя открыть? Ох, здесь же у нас еще сюрприз внутри. Знаете, открывать как-то не очень удобно. Возможно, но неудобно. Сейчас я аккуратненько, ребят, сниму и вам покажу. А то вдруг сейчас на камеру я сломаю его. Вот это, ребята, красотень. Вот они, листы стали, лежат в этом вагоне. Наверняка так и перевозят по одной штуке в каждый, да? Можно, конечно, здесь и две войдет, но, скорее всего... Хотя, может быть... Не знаю. Там на фотографиях в журнале, по-моему, так и было, по одной в каждой. Сам колпак из пластика выполнен. Еще раз рассмотрим его. Вот здесь промоушены, да, за которые его поднимают. И вот такие вот защелочки идут. Сейчас. Вот они. Защелочки со всех сторон. Пожалуйста. Присутствует. Опа. Вот. Они вклеены. Ну, я думаю, при желании, кто захочет, можно снять. Но я не буду этого делать. Зачем? Это нужно. И хочу отметить, ребята, что да, модель шикарная прям. Потому что здесь вот рама вот эта вот идет металл. Прикиньте. Вообще очень классная модель. Мадемио постарались. Молодцы. Я вот, ребят, всем советую. Обошелся он мне по деньгам. Так, он, если, наверное, в каком-то журнальном магазине покупать, да, где они продаются, будет дешевле. С доставкой получается дороже. Мне обошелся 2350 с доставкой. А так он стоит, по-моему, 1800 рублей. 1790, что ли. В общем-то, получается, если вы найдете даже за 2000 в журнальном магазине, вам будет дешевле, чем купить его с доставкой. За доставку как бы тоже рублей 450, по-моему, или больше даже я отдал. Некоторые покупали по 2 штуки, я приобрел один, но в целом прям вообще, ребят, честно, такого качества от Мадемио я даже не ожидал. Вот бы они начали делать такие же грузовики, да, и автобусы с такой детализацией, было бы шикарно. Ну что ж, у меня здесь ЧМ... А, нет,
ТМ-18 у меня здесь стоит. Сейчас прицепим, посмотрим, как вместе это смотрится. Хотя не знаю, таскает он. Да, скорее всего, таскает. Просто не видел такой я сцепки именно с ТЭМом. Ну, в общем-то, вот так это выглядит. Мне кажется, прикольно, да? Кстати, если у вас будут вопросы, да, где я взял такую подставку, видео уже есть на канале, как я ее устроил, все есть. Вот так вот это дело выглядит, сцепочка. Катать, конечно, оно не поедет по этим рельсам, если бы были рельсы от Мадемио. Хотя у меня есть желание сделать именно такую же подставочку с рельсами от Мадемио, но там придется, блин, рельсы красить. И я этого что-то не очень хочу. Но подумать, как вариант, конечно, можно, но не хочется. Так, попробуем. Ну, вот, едет. Если вы все равно будете строить макеты, у вас рельсы от Мадемио там не встанут. Поэтому вы будете использовать какие-нибудь Пика, да, или другие там разные есть механо, рельсы, любые для своего макета. И на нем будет вот эта вот сцепочка смотреться, ну, как статичная версия, будет смотреться хорошо. Многие, конечно, делают рабочими, поэтому как бы тут все зависит от вашей фантазии. В общем, шикарный вагон, ребят, советую. Мадемио реально постарался. Купил я его на сайте у них. Можете поискать где-нибудь в другом месте. Можете в журнальном магазине купить. В журнальном ларьке, так сказать. В общем, не пожалеете. Классная моделька. Если понравился видос, то, ребят, поддержите лайком. Подписывайтесь в ВК-видео, подписывайтесь в Рутуб. В общем, все. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.